Как начать жить жизнь мечты? Всего один секрет, как из точки А быстро попасть в точку Б. То есть из той точки, где вы сейчас в своей жизни, где вы сейчас, может быть, чем-то не удовлетворены, это могут быть отношения, это могут быть деньги, это здоровье, красота. И вы хотите попасть в точку Б, где у вас закрыты все эти дефициты. У кого-то это запрос на здоровые отношения, где вас ценят, любят, где вами дорожат, ваш партнер зовет вас замуж или дарит подарки. У кого-то это запрос на клиентов, которые с охотой покупают ваши услуги. Кто-то мечтает о роскошной жизни, о покупке квартиры, машины или обеспечить своей семье достойную жизнь. А кому-то нужно в конце концов похудеть или даже поправить свое здоровье. Так вот, сегодня я дам всего один инструмент, которым вы сможете воспользоваться как скоростным лифтом, чтобы из вашей точки А попасть в точку Б. И давайте посмотрим, а что это за люди, которые пользуются вот этим социальным лифтом и таки пробивают потолок и легко выходят на большие деньги или... Это девушки, которым везет в отношениях, мужчины им покупают квартиры, зовут замуж, у них толпы поклонников. И это она выбирает, а не ее. Что это за люди, которые имеют красивые тела и здоровые тела? Думаете, это те, кому просто повезло? Нет, это не случайность. Это определенные внутренние настройки. Кому-то они достались из родительской семьи, но это большая редкость. Кто-то к ним пришел через большой путь собственных кризисов и, конечно же, трансформаций. В любом случае, все эти настройки, они внутренние. А вот что именно должно поменяться внутри, чтобы вы больше не были в плену своих детских каких-то деструктивных паттернов, которые, собственно, и являются тем препятствием на пути к вашей лучшей жизни, где вы любимы, где вы здоровы, где вы богаты. Вот сегодня я вам все это и расскажу. Итак, смотрите, это вы, и вокруг вас есть внешний мир, люди, какие-то события. И ошибка большинства людей, что они пытаются влиять напрямую на этот внешний мир. Но мы не можем заставить людей, например, покупать наши продукты, наши услуги. Мы не можем заставить какого-то мужчину или какую-то женщину нас полюбить. Вы не можете всем этим управлять. Но чем вы можете в этой системе управлять? Во всей этой системе вы можете управлять только собой и своими состояниями. И вы можете создавать себя таким, чтобы менять события вокруг. То есть я не могу заставить мужчину меня любить, но я могу стать той, в которую легко влюбиться. Я не могу заставить вас купить мою консультацию или мой терапевтический онлайн-курс, но я могу стать тем экспертом, с которым вы будете хотеть работать, которому вы будете доверять и у которого вы будете искать поддержку. Это все, что я могу. И вы тоже можете управлять собой. Это единственно доступная опция в этом мире. Я надеюсь, вы это понимаете. И когда вы начинаете управлять собой и своими состояниями, вы начинаете влиять на людей, на события, которые происходят вокруг вас. Это очень важно. И если вы хотите внести какие-то изменения, ну, скажем, в те же ваши отношения с партнером, то вы должны сначала изменить что-то в себе. Не мужчину нужно менять, там, пилить, давить на него, на чувство вины, на чувство долга. Надо работать с «я». Вы напрямую менять людей не можете. И ситуация, конечно же, тоже. Только косвенно через себя. Это значит, что разговаривать с партнером, или если это сфера денег, то с клиентами можно только после работы над собой. То есть только после того, когда вы становитесь тем человеком, у которого, и тут, собственно, подставьте свое желание, то есть свою точку Б, например, вы становитесь человеком, у которого есть любящий мужчина или много клиентов, высокие чеки. И теперь напишите, пожалуйста, у себя в заметках свою цель, то есть вашу точку Б. Например, я хочу, чтобы мужчина сделал мне предложение. Или я хочу заработать 1 000 000 рублей. Или я хочу забеременеть, например. Или я хочу стать актрисой. Хочу 1 000 000 подписчиков в Инстаграм или на YouTube. В общем, любое ваше желание. Это ваша альтернативная реальность, где ваша цель уже реализована. Вопрос на засыпку. Как перейти в эту альтернативную реальность? Во-первых, вам надо понять, что я вот в этой альтернативной реальности и ваше сегодняшнее я в этой точке А — это два совершенно разных человека, две разные личности с разными мозгами, разными состояниями, разным восприятием. Так вот, вам надо поменять свое состояние уже сейчас на то, которое здесь, в вашем альтернативном я. Например, вы хотите замуж. А мужчина медлит. Вы нервничаете, вы испытываете тревогу, вы ревнуете, не спите ночами и так далее. Что делает эта ваша альтернативная личность, у которой есть любовь
и уже то самое предложение от партнера. Она разве испытывает тревогу и страх? Разве она не спит по ночам и нервничает? Соответственно, пока вы испытываете все эти тревоги и страхи, вы никогда не попадете в точку Б. Но я вас понимаю, просто вот так вот взять и перестать тревожиться, когда, ну, черт возьми, где мое предложение, а вы уже, скажем, год встречаетесь, конечно, я вас понимаю, это очень непросто. Нельзя просто сказать себе: все, я счастлива, когда на самом деле это не так. Кстати, как перевести отношения на новый уровень, если вам надо, об этом у меня есть видео отдельное, посмотрите, оно, кстати, вам подскажет, вот как именно в этой конкретной проблеме перейти из точки А в точку Б. Так вот, как же поменять вот это состояние, как убрать тревогу так, чтобы это было естественно? Конечно, только через глубинную работу с собой. Что это за работа? Ну, первое. Это работа с вашими установками и деструктивными паттернами. Именно с этим мы очень плотно работаем на моем курсе по восстановлению самооценки. Что значит деструктивные паттерны, которые, собственно, и порождают вот это бесконечное чувство тревоги внутри. Один из самых распространенных вариантов – это когда у человека в голове, знаете, таким громким набатом звучит голос родителя, который обесценивает, который критикует, наказывает и преопределяет его реальность. И тогда вы находитесь в своем вот этом внутреннем трансе и под воздействием вот этого внутреннего диалога, где вот этот родительский фантом что-то постоянно негативно вам вещает, и вы принимаете этот внутренний монолог вот этого сверхзначимого родителя за свой собственный. Ну, например, вы совершаете какие-то поступки, а потом начинаете внутри себя обесценивать за эти поступки. Вы знаете, как это делать, да? В вашей психике записаны все те слова, которыми вас обесценивали собственные родители. То короткая шея, то там, не знаю, глупая, то кривая, то не умеешь одеваться, то неправильно тратишь деньги, то мало стараешься, то никому ты с таким характером не будешь нужна. Какое предложение ты там себе выдумала? В общем, у каждого из вас свое наполнение психики вот этими деструктивными высказываниями. И все эти процессы неосознанные. Здесь речь идет не о том, общаетесь вы с мамой, со своей, которая вас обесценивала, или не общаетесь с родителями. А речь идет о том, что критично уметь оценивать эти внутренние диалоги. Вы должны научиться это делать. Вы можете заблокировать своих родителей, но это вам не поможет, если вы будете внутри вот этой своей психической реальности поддерживать эти деструктивные разговоры, где вы вынуждены выживать, где вы вынуждены противостоять, испытывать состояние тревоги и напряжения. И на это уходит куча вашей энергии, которую вы могли бы потратить на развитие. У вас уже есть осознанный выбор, когда вы можете не только выбирать и создавать свою новую здоровую реальность, но вы можете управлять своим эмоциональным миром. Вы сами можете формировать новые внутренние диалоги, которые будут поддерживать вас в состоянии ресурса, а не разрушать этот ресурс. Понятно, что когда вы этого никогда не делали, вам непонятно, как это менять. Для этого и существует мой курс по самооценке, где я, собственно, и помогаю, и подсказываю вам, как пройти через вот эту трансформацию. Потому что пока вы в этом детском деструктивном трансе, вы не можете даже разрешить себе стать взрослой, делать личный выбор и изменить свою реальность. Так что приходите на курс, я помогу создать безопасное пространство, где вы научитесь создавать для себя комфортные условия, вы прекратите тратить энергию на вот эти внутренние деструктивные разговоры, внутренние разговоры с самим собой, где вы себя наказываете, линчуете, ставите в угол, недовольны собой. И что самое страшное, даже когда вы смотрите в зеркало на себя, вы видите не того человека, который реально стоит перед зеркалом, а вы видите себя через родительскую проекцию, через родительский набор слов. И пока это так, вы даже не можете оценить свои истинные возможности, потому что вот этот внутренний разговор, он продолжает развиваться в сознании больше и больше. То есть вы многократно повторяете то, что про вас говорили родители. Это такой, знаете, мощный транс, потому что каждое слово безупречно выучено, каждая интонация, с которой родитель или родители общались с вами, обращались к вам постоянно, до такой точности детально записаны, что ваш мозг по инерции продолжает жить в детской реальности, как будто эти родители продолжают жить рядом с вами, даже если их нет в этой физической реальности. И, к сожалению, большинство людей эти состояния не осознают. И это я вам только один паттерн привела. Это всего лишь одна программа, которую вы
не осознаете и которой вы служите неосознанно. И вот на курсе по самооценке я всю эту дрянь достаю из вас, и у вас освобождается столько энергии, что на ней вы без препятствий меняете в корень отношения, выходите замуж, зарабатываете миллионы, это не шутки. Эта информация, она бесценна, и все, кто прошел курс, говорят, что я продаю его очень дешево, что его ценность превышает стоимость. Я вас всех жду, будем менять вас изнутри, а все остальное автоматом подтянется. Ссылочка на курс в описании под этим видео. Следующая важная часть, которая поможет вам достигнуть состояния, которое у вас уже есть в вашей альтернативной реальности, где вы получаете все то, о чем вы сейчас мечтаете, это общаться с людьми, которые этим наполнены, которым эти состояния знакомы. Этих людей вы можете искать среди экспертов, и вы как бы подключаетесь к их полю, и вы действительно начинаете через даже вот эти зеркальные нейроны копировать их поведение, а вы знаете, как работают зеркальные нейроны. Вот попробуйте сейчас улыбнуться. Улыбнитесь и попробуйте подумать о чем-то плохом. Это невозможно. Точно так же скорчите какую-нибудь недовольную гримасу и попробуйте подумать о чем-то хорошем. Это невозможно. И поэтому, когда вы попадаете в поле, это никакая не магия. Это вообще процессы, которые легко биологически объясняются. Когда вы попадаете в поле людей, которые уже знают про эти состояния, которые могут поделиться и зарядить, вы как бы от них подзаряжаетесь реально, да, прикуриваете от них вот эти состояния, это тоже один из самых кратчайших способов получить то, о чем вы мечтаете, и то, что есть у других уже. Да? То есть, пожалуйста, расширяйте круг своих знакомых, встречайтесь с теми людьми, которые как раз успешны в тех сферах, о которых вы сейчас мечтаете. Если это отношения, то общайтесь с людьми, которые, как вам кажется, если, например, вы женщина, да, общайтесь с теми женщинами, которые, как вам кажется, привлекают внимание мужчин. Посмотрите на их привычки, что такого они делают, что к ним приковываются взгляды. Если вы хотите стать худой, если вы хотите стать более привлекательной, обратите внимание на тех женщин, которые кажутся вам уже привлекательными, что такого они делают. И желательно именно впустить их в свое пространство, иметь возможность с ними побыть в коммуникациях, в контакте. И, понимаете, вы очень многое берете от человека не потому, что вы что-то там сидите, читаете, изубрите. Вы просто, вот как говорят, знаете, муж и жена через какое-то время начинают друг друга напоминать. Даже домашние животные по повадкам похожи на своих хозяев. Или хозяева похожи на собак. Вот вы, наверное, замечали такую закономерность. Это не случайно. Соответственно, когда вы начинаете общаться с людьми, успешными в тех сферах, о которых вы сегодня мечтаете, которые являются вашей точкой Б, вы, естественно, как дети, которые рождаются сначала без речи, впитывают это. И если дети, например, в раннем возрасте уезжают в другую страну жить, они точно так же легко становятся носителями 2-3 языков. Я знаю девочку, которая знает к 11 годам 5 языков, и для нее это очень легко. Естественно, потому что папа там француз, мама с папой говорят на английском, потому что мама французского не знает, знает английский, а сама русская, плюс она живет в Китае там условно, и вот уже там у нее набралось 4 языка, и сейчас она уже просто начинает осваивать там испанский, потому что уже это не сложно, понимаете? Точно так же и вы погрузите себя в среду, в окружении тех людей, которые уже обладают этими качествами, которые уже несут в себе эти состояния. Просто будьте рядом с ними, просто побудьте в их поле. И вы, правда, не понимая, как это происходит, но вы удивитесь, что это произошло. Это, пожалуй, 2 самых таких полезных совета вот в этом отношении, потому что если мы не знаем этой дороги, понятно, что у каждого из нас своя дорога, и нельзя сказать, да, что вот повтори путь одного успешного человека, и ты точно придешь в ту же точку, что и он. У каждого из нас свой путь, и, возможно, на своем пути вы откроете еще что-то более удивительное, чем это сделал он. Но все же, когда ты стоишь перед этой своей большой целью, иногда ты не делаешь и шага вперед. Знаете почему? Только потому, что тебе страшно, что цель кажется такой большой, что ты замираешь. Тебе кажется, что это нереально. Нет, и зачем тогда вообще тратить на это силы и энергии? Понимаете, и лень зачастую — это на самом деле страх. И когда мы общаемся с людьми, которые знают, как проходить это,
вы еще в том числе будете, во-первых, получать какие-то инструменты от них, а во-вторых, вы будете заряжаться вот этой уверенностью, потому что они будут транслировать вам, что это легко, и подсказывать вам. Следующее, что вам поможет, это гипнотерапия по методу эриксоновского гипноза. Я как раз создаю такие медитации. То есть это медитации, но только такие медитации, которые разработаны с научным подходом. Это очень мягкий, недирективный гипноз, который напрямую работает с вашим подсознанием. Трансформация происходит настолько глубоко и настолько естественно, что человек даже не замечает процесса, а сталкивается только с результатом произошедшей трансформации. Поэтому всех вас жду на своей гипнотерапии. Ссылочку на мой курс по медитациям вы найдете в описании под этим видео. Не убирайте эти возможности от себя, потому что все это может вас привести к вашей лучшей жизни. Чего я вам всем искренне и желаю.